Всем респект, с вами Фиспект. Недавно я выпускал видео, где я купил самый популярный и самый дешевый микрофон из Алиэкспресса и из DNS и сделал глобальный тест этих микрофонов. Судя по лайкам и просмотрам, вам понравилась подобная идея, и я решил на этом не останавливаться и пойти дальше и сделать то же самое, только связанное с игровыми мышками. Я зашел в DNS, самый популярный магазин техники, и на Алиэкспресс, самая популярная интернет-площадка, где покупают товары. Ввел игровые мышки, отсортировал по популярности и по дешевизне и заказал их. Из этого вы можете понять, что игровое это лишь условность, то есть эти мышки могут не являться как таковыми игровыми, то есть для игр они могут совсем не подходить, но они называются так, позиционируются, и именно поэтому мы будем проверять их как игровые. Сегодня будет все от малого до великого, всякие ноунеймы и мышки, которые являются легендами, о которых вы точно не раз слышали. Сегодня мы все это проверим и поймем, что стоит своих денег, а что не стоит. Также заранее хочу сказать, что если под этим роликом наберется много лайков и комментариев, вам понравится такой формат, то я продолжу его снимать только уже с клавиатурами и с наушниками, поэтому обязательно ставь лайк, если тебе нравится. Ну а мы начинаем. Это переход, короче. Немножко пояснений для тех, кто не в курсе. В мышках помимо объективной части, то есть сухих характеристик типа сенсора, микриков и так далее, есть еще большая субъективная сторона. Это строение вашей руки. И, например, то, что мне может показаться супер удобным, вам может вообще не подойти, и это стоит учитывать. Но в этом видео я буду говорить об удобстве с точки зрения субъективности, то есть то, как удобно было лично мне. Именно поэтому немножко вам расскажу про свою руку, чтобы вам было легче ориентироваться. Генетика наградила меня такими характеристиками. У меня, наверное, средняя ладонь, не особо длинные пальцы и одна особенность. Они вообще не могут вгинаться назад, то есть вообще вот тупо ровно. Так что учитывайте это, если будете заказывать мышки по моим советам в плане удобства. А мы начнем, пожалуй, с самого дна. Самой дешевой мышки с Алиэкспресса с приставкой геймерская. Стоит она 250 рублей, и заказывал я ее очень давно, в момент еще снятия этого ролика, и ничего не изменилось. Дешевле мышек с приставкой геймерская на Алике я пока не нашел. Давайте для начала пробежимся по минусам, потому что их здесь очень много. Начнем с того, что она маленькая, и даже не своим размером, а своей формой, что ли. Ты ее берешь только когтевым хватом, и она кажется маленькой. По бокам у этой мышки пластиковая ребристая вставка, и это должно быть плюсом, лучшее сцепление, но нет. Как только у тебя руки чуть-чуть спотеют, она сразу же начнет высказывать как будто масло. Это решение может быть и хорошим в других мышках, где другой используется материал, но здесь дешевый пластик, и это фу. При попытке узнать, какой в этой мышке сенсор, Алиэкспресс сказал, что она лазерная, но на ней написано, что она оптическая. В общем, разбираем. При хирургическом вскрытии этой мышки выяснилось, что это обыкновенное офисное говно. А кто думал иначе? За 250 рублей. Но здесь ничего необычного. Чудо, естественно, не могло произойти. Загвоздка немножко в другом. У всех продавцов на Алиэкспрессе написано, что эта мышка поддерживает 3200 DPI. А сейчас заходим на официальную документацию к этому сенсору и видим, что DPI поддерживается только 1000. Налицо просто наглейший обман, и это значит, что можно спокойно заказывать эти мышки и рефаундить их, то есть возвращать деньги. А потом мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Но я вам ни о чем не намекал, окей? Так почему же она называется игровой? Все дело в ЛГБТ подсветке, конечно же. Но покупать мышку ради нее это глупо. Тем более она здесь немножко поганая, неправильно светятся светодиоды, и она как-то криво работает. В общем, не гуд. Для себя такую мышку покупать не стоит, только какой-нибудь бабушке, чтобы она в Одноклассники сидела и думала: вау, как красиво светится. В общем, никому не советую, идем дальше. Самая популярная игровая мышка с Алиэкспресс iMic X7. Опять же, у меня была в одном из роликов, но я, пожалуй, повторюсь. Она очень неудобная. Мои пальчики упираются в ее бортики, и держать ее мне совсем некомфортно. Что, как я уже говорил ранее, для вас может оказаться совсем не проблемой, потому что у всех строение руки разное. На сей раз я решил заказать какую-то Silent версию за 630 рублей. И раньше я такого вообще никогда не встречал, и было очень интересно пощелкать, и я приятно удивился. Для сравнения, вот любая другая мышка. Разница очевидна. В общем, это необычно и, думаю, заслуживает как минимум вашего внимания. Что еще в ней есть интересного? Ну, во-первых, это необычный дизайн. Он, правда, смотрится достойно, и для мышки за 600 рублей вполне себе годно. На ней присутствует одна особенность — это кнопка для двойного клика. Я считаю, что это одно из самых бесполезных изобретений человечества, потому что она вообще никак не используется в повседневной жизни. А также именно в нее упирается ваш большой палец, и это совсем неудобно, как и бортики справа. Она неудобная, опять же повторюсь. Также на ней присутствует кнопка смены DPI от 1600 до 5500, это честный DPI, который, естественно, срывает, потому что сенсор здесь, ну, средненький. И мнение об этой мышке у меня неоднозначное. За свои деньги она вполне себе хорошая, но ее точно нельзя назвать игровой, из-за того, что она неудобная, и сенсор здесь будет срывать в шутанах при резких движениях. Советую вам брать ее, если у вас есть только 600 рублей, и вы будете на 100% уверены, что сидеть за ней вам будет комфортно, и ее форма вам покажется удобной, а также этот Silent режим довольно-таки интересно, и друзья в Дискорде скажут спасибо, что не кликаешь. В общем, неоднозначный вариант с Алиэкспресса, который можно рассматривать к покупке, но перед тем, как мы перейдем к следующим мышкам, а именно следующим
следующая будет Deluxe M625, самая хайповая мышка среди блогеров. Хочу рассказать им про сервис, который позволит сэкономить с покупки этих мышек. Ну и не только мышек. Letyshops. Смотри, просто устанавливаешь расширение или скачиваешь приложение для телефона, активируешь кэшбэк, например, в Алиэкспрессе, и получаешь процент с каждой покупки. После чего ты эти деньги можешь вывести куда угодно, хоть на карту, хоть на мобильный телефон. А что самое приятное, прямо сейчас кэшбэк на Алиэкспрессе увеличен в 5 раз, то есть 25%. Помимо Алиэкспресса есть куча других интернет-магазинов, с которыми сотрудничает Letyshops, где также действует повышенный кэшбэк, который ты можешь посмотреть прямо на главной странице. По сути, покупая без Letyshops, ты теряешь свои деньги, а также теряешь возможность поучаствовать в конкурсе на реальные деньги. Просто приобретай любые товары с 17 по 31 августа, и среди 100 покупателей будет рандомно разыграно $100, а в конце всего этого конкурса будет разыграно еще $1000. Поэтому прямо сейчас регистрируйся в Letyshops по ссылке в описании, чтобы успеть получить до 25% в магазине Алиэкспресс, ведь количество горящего кэшбэка ограничено. Ну что же, как я уже и сказал, следующая мышка у нас будет Deluxe M625. Это самая хайповая мышка, почти все блогеры ее обсосали и сказали, что это один из самых лучших вариантов на Алике. А так оно или нет, сейчас мы это узнаем. Начнем с того, что у нее один из самых лучших сенсоров — это Avago 3360, который является реально хорошим, его почти невозможно сорвать. И тут следует немного пояснить, для тех, кто реально не в курсе. Хороший сенсор — это не только срывы мышки и количество DPI. DPI еще влияет на то, насколько сама мышка будет более четкой, если упрощать. Тест можно провести банально в Paint. Берем дорогую и дешевую мышку и ведем медленно, например, право-вверх, и вы увидите, как дешевую мышку колдоебит, и это не зависит от того, как ровно я ее вел. Я их вел примерно одинаково. Если вы берете дорогую и дешевую мышку, на дешевую у вас поддерживается максимум 800 DPI, на дорогую у вас поддерживается максимум 16 тысяч, но и на той вы будете сидеть на 800, то разница будет все равно колоссальная. Если опять же очень упрощать, чем больше DPI и чем лучше сенсор, тем точнее мышка себя ведет, а значит больше преимуществ в играх. Это факт. Теперь, зная эту информацию, вы понимаете, почему Deluxe M625 очень хорошая мышка, потому что в ней замечательный сенсор. Но есть одно но. На Алиэкспрессе этих мышек есть в двух вариантах. Одна стоит 1200 рублей, в ней стоит сенсор начального уровня, который является тоже игровым, но такое себе. И собственно та же самая мышка, но уже с более лучшим сенсором Avago 3360, такая, которая и у меня. И если вы будете брать и думаете, ебать, я нашел мышку на 600 рублей дешевле, возьму ее, сэкономлю. Нет, это разные мышки, будьте внимательны. Думаю, с сенсором вы все поняли, он крутой. А что по поводу самой мышки, ее формы? Ну, она ничем особо не отличается от классического дизайна, классической формы любой мышки. Она удобная, она классическая. Но в сравнении с моей мышкой HyperX и с мышкой Fury, о которых я скажу чуть позже, мышка Deluxe M625 ощущается немного дешманской. И не подумайте, что она прям фу, просто ощущается, что пластик какой-то не премиальный, что ли, подсветка такая не супер плавная, как на тех двух мышках, которые я перечислил. В общем, она годная, видно, на чем экономили и почему она такая дешевая с таким хорошим сенсором. Но вот в таких моментах она какая-то не гуд. И я даже не буду относить это к минусам, потому что понятно, на чем экономили. Если вы хотите себе взять мышку за такие деньги с таким сенсором, то это, наверное, один из самых лучших вариантов. Но еще немножко прикольчиков, кнопка для двойного клика. Я считаю, что она здесь не нужна, и это полная дресня. А также в комплекте с этой мышки были съемные ножки. Если ваши старые сотрутся, можете поменять. Как вы могли заметить, я не особо говорю про микрики. Если кто не знает, микрики — это, грубо говоря, сами клики. Дело в том, что я честно вам признаюсь, я в них разбираюсь, но поверхностно. То есть не могу прям быть здесь на 100% гуру. А также это займет хронометраж и без того длинного ролика. Но если это вам очень интересно, в свою телегу я залью видос, где прокликаю все эти мышки и сделаю, скажем так, тест звука. Так что ссылка в описании, можете посмотреть в моей телеге. Ну а мы заканчиваем с Алиэкспресс, и мы переходим дальше, к мышкам из DNS. Начнем из самой дешевой игровой мышки от фирмы DEXP. Попытаюсь максимально кратко. Сенсор говно. 2400 DPI, за такие деньги можно было положить и лучше. Она очень удобная, когда я взял ее в руки, прям очень удобно лежит, мне нравится. Подсветка очень равномерная и приятная, а колесико я хочу поругать. Оно прям шатается и очень плохо нажимается. Оно очень быстро сломается, я вас уверяю. Учитывая ее стоимость и сенсор, покупать ее для игр явно не стоит. Но если вы просто серфите в интернете и хотите такую себе приятненькую, удобную мышку на стол, она довольно-таки годная. Особенно можно просто пойти в DNS и купить ее прямо сейчас. В общем, могу посоветовать, но точно не для игр. Идем дальше. Самая популярная мышка в DNS — Logitech G102. Ох, как же я с ней намучился. Целых 2 года я ей пользовался, между прочим. Скажу сразу, сенсор великолепный. Я ни разу эту мышку не срывал, но у моих друзей были часто с ней проблемы. Я об этом говорил уже в прошлых роликах, если что, можете пересмотреть. Я вот честно не знаю ни одного человека, который пользовался нормальными мышками и сел за Logitech G102, который не назовет ее маленькой и неудобной. Таких людей просто нет. Я вас уверяю, если вы пользовались нормальными, удобными мышками, а потом вам подсунут этот кусок мыла, вы захотите сразу же вернуться обратно. Эта мышка, можно сказать, эксклюзивная, потому что только в ней стоит сенсор Mercury, который не стоит больше ни в одной другой мышке, как я знаю. Как бы хорошо эта мышка не зарекомендовала себя на ютубе, и как бы хайповая она не была, ее эпоха, как я считаю, прошла. И ее любовь не обоснована, как по мне. В 2020 году покупать ее, я думаю, не стоит, потому что есть более лучшие варианты, которые и сенсор получше, и мышка поудобнее. А если у вас уже Logitech G102, то нормально. Просто она раньше была норм, а сейчас есть лучше. Например, опять же, тот Deluxe M625. Я считаю, она лучше, чем G102. И сейчас брать почти за 2000 рублей
неудобный кусок мыла, я считаю не самой лучшей затеей. В общем, идем дальше. Сейчас будет то, что вы вряд ли ожидали. Bloody V7. Это моя самая первая игровая мышка, которую я себе купил. Она стоит 1500 рублей в DNS, прямо сейчас вы ее можете взять. Я сразу вам скажу, сенсор говнище. Bloody сама фирма, фу. Но какая же она удобная, вы не представляете. Без преувеличения, сколько бы я мышек не держал, это самая удобная мышка. И это даже не только мое мнение. Прямо сейчас в соседней комнате моя девушка сидит и пользуется именно Bloody, потому что это самая удобная мышка, которая вообще попадала в наши руки. При том, что я могу ей купить любую. И вот прямо сейчас вот эти вот все мышки, она ни одну не выбрала, хочет сидеть на Bloody. И при том, что еще мой друг IRL, который также пользовался Bloody V7, сейчас переходит на более лучшие мышки, и он все равно скучает по той самой Bloody. В общем, ставьте себе цель в этой жизни просто потрогать Bloody V7. Это годно. Но что помимо великолепного удобства? Как я уже сказал, сенсор полная параша. Он срывает, мало DPI и все такое. А также у этой мышки почему-то именно на ней у меня больше всего забивается грязь в щели. При этом у нее металлические ножки. Это не плюс, не минус, просто сообщаю факт. На других мышках я такого не встречал. У моего друга, который также пользовался этой мышкой долгое время, почему-то сломалось колесико. Тоже один интересный факт. Я вам ее, как ни странно, советую. Только перед началом покупки обязательно подержите ее в руках, чтобы понять, за что вы ее покупаете, потому что сенсор здесь говно, опять же повторюсь. Для игр эта мышка подходит разве что тем, что в официальном драйвере, то есть в программе этой мышки, есть читы, официальные читы. Вы можете установить макросы для любой игры на любое оружие, зажимая кнопку, у вас уберется отдача. Это, я считаю, не очень хорошо, это плохо, но вот такая вот особенность есть, наверное, это ее делает игровой. В общем, Bloody V7 навсегда в моем сердечке, а мы идем дальше, и прямо сейчас набирает обороты такая фирма, как Z, а именно их мышка Z Fury. И это, наверное, та самая мышка, которую прямо сейчас можно пойти в DNS, взять, купить и спокойно играть. И вот почему. Сенсор Pixar 3325, это модификация сенсора 3310, и он такой средненький среди игровых, его можно сорвать, но только на низких DPI, и нужно прям постараться. В общем, для большинства хватит. Материал мышки прям такой матовый, софт-тач пластик, очень приятный и ощущается дороже своих денег. ЛГБТ подсветка. Я, конечно, понимаю, большинство из вас не одобряет, но она здесь довольно-таки качественная и очень хорошо переливается, выглядит прям богато. Только у этой мышки сегодняшних есть отдельная кнопка для изменения подсветки и режима этой самой подсветки. Хорошо, что она не занимается дабл-кликом, а то есть некоторые экземпляры. Но также достаточно годное, на первый взгляд, резиновое покрытие по бокам у этой мышки, с которой очень хорошее сцепление, и это прям гуд. За свои деньги к этой мышке практически невозможно придраться, но я все-таки попытаюсь. Когда ты на нее нажимаешь, как раз таки те самые микрики, ты чувствуешь не четкий щелчок, а как будто немножко такой песочный, что ли. Но если вас это не смущает, то это довольно-таки годная мышка за свои деньги. И я ее, пожалуй, разыграю, потому что она мне не нужна. Все, что вам нужно сделать, это написать любой осмысленный комментарий более чем из 4 слов. Через неделю на лайв-канале мы проведем стрим, где с помощью рандомайзера определим победителя. Я напишу тебе под твой комментарий, а ты должен будешь написать контакты для связи, где мы уже спишемся, и я отправлю тебе твою мышку. В общем, удачи в конкурсе. А мы переходим к последнему на сегодня экземпляру HyperX Surge. Почему именно эта мышка стала моей основной? Тут все гораздо проще, чем вы думаете. Уже больше чем 3 года моими наушниками являются наушники HyperX. На рекламу мне прислали клавиатуру от этой фирмы, и я решил, почему бы мне не собрать полный сетап от них, и купил себе еще и мышку. И тут как бы абсолютно не к чему придраться. Тупо топовый сенсор Pixar 3389, отличное качество сборки, материалы, софт-тач пластик, все круто, подсветка великолепно светится, все классно. Тут просто нету минусов. Но, собственно, за такие деньги оно не удивительно. Хотя нет, один минус я все-таки заметил. Сами клики немножко тугие, то есть они немножко тяжелее нажимаются, чем у других мышек. Но это не совсем минус, но как бы мне такой не нравится особо. Именно эта мышка дала мне понять полностью картину на все происходящее, какая ценовая категория, что из себя представляет, и я сделал следующие выводы. Игровые мышки до 1500 рублей очень тяжело назвать игровыми, только из-за каких-то определенных особенностей. Из-за их сенсора практически вы не сможете нормально играть, потому что у вас будет срывать, и попадание будет не совсем четкое. AliExpress очень хорош в плане экономии. Если вы хотите более лучшую мышку за меньшие деньги, вам туда. Переплачивать за опиздохуеннейший сенсор не стоит, потому что 3360 это идеальная золотая середина, если вы хотите получить топовый сенсор и не отдавать лишние деньги. И самое главное, помимо сенсора, обязательно обращайте внимание на удобство использования мышки, то, как она лежит в вашей руке, потому что это очень важно. И на этом все. Я проверил самые дешевые и самые популярные, хайповые и легендарные мышки с AliExpress и из DNS. Я надеюсь, вам понравился этот ролик, он получился очень длинным, надеюсь, интересным. Ваши лайки и комментарии знак для меня, что нужно продолжать эту рубрику. Как-никак мы еще не проверили наушники и клавиатуры. Спасибо вам за просмотр, еще услышимся, пока.